Что там, оператор? Картина Красота? маслом? Ага. Друзья, всем привет, с вами Детский Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, блин, до последнего ждал. Как ждал? Да очень сильно хотел приготовить блюдо дня на улице. Но погода говорит, Сережа, сидите таки дома. Ага. Или идите в гости. О. Короче, мы Марата не трогали. Возраст уже, пусть дома сидит, отогревается, да. Катя прямо в глаз снежинка залетела. Это такая редкая... Загадывай желание. Загадывай желание. Все, загадал. Ну что, едем таки в гости? А что, ты вот такой вот обшмотанный поедешь в гости? Кать, А. обижаешь? Ты что? У меня что, смотри, многие думают, ресторан на колесах. Не, гардероб на колесах. Я ж тебе говорю. Какая у тебя сумочка приличная, Хьюго Босс. Катя, только не смейся, я иду переодеваться. Не, я же до последнего думал, что вот будет нормальная погода, рис ест, мясо недалеко. Думал, как дадим плов за всю Одессу. Но нет. Жди, я скоро буду. I'll be back. Катя, это нельзя посмотреть, когда переодеваются. Так, ну Сколько что? можно там возиться Вот уже, я не могу понять, красавчик. как будто бы он там Эх ты, так. фрак напяливает на себя. Букет. Подарок. О, выходит. Сережа, ты не жениться ли случайно? Катя, в гости. И что? Так, главное не перепутать. Бабе цветы, Армену мороженое. Красиво, как ты говоришь. Катя, извини, то фраза известная. Женщине цветы, Армену подарок. Я даже не знала, что у тебя такие вещи были. А? Кать, Ой! канолевые. Тихо, подписчики приехали. Что, Что? порядок? Да, смотри, не мерзни, хоть бы шарф нацепил на себя. Мы тут вам вообще-то Пипец! привезли. Это ты, салют! Здоровенький был. Здравствуйте. Ребята, шалом! Здравствуйте. Так, Ты шо? Алексей Геннадьевич, давай. Геннадьевич, салют! Собрался в гости, а вы, походу, раньше приехали. Приехали раньше. Чтобы вы были здоровы. Шалом. И вам. Серега. Брат. Серега. Я ж уже YouTube не могу смотреть из-за них. Что один, что второй. Мы с сестрой уже вас не можем смотреть, потому что они вас Накинь на себя. Катя, ты думаешь, что на меня надо? Да. Да, оставь в покое. Так вот хорошо. Все, ребята, вам приятного аппетита. Вот она. Погнали. Блин. А едем в гости, знали бы, что ты приедешь, 2 букета бы взяли. Муха. Мы уже приехали на карася. Вы будете тут или вы уезжаете? Сейчас, Валя, мы уже были. Уже были. А то Потом Артем еще мне будем. звонит. Я говорю, ну где? Я говорю, слеповато. Да мы все время туда-сюда и уже не успеваем. А вы потом еще Катя, приедете, сделай вот паузу. дома. Хорошо, мы здесь тоже почти живем. Да я знаю. Всё. Приедете или вы на дом? Ты что, ребята, налетели, пипец? Кать, Не помялся? я забыл попшикаться. Да не смейся, и тебе будет А пахнуть. я думаю, что на ту торбу с утра прет в эту машину? Да мы в такие гости Шо? едем. Я хочу туда залезть, он говорит, что ты лезешь туда, не трогай, это моя торба. А он, оказывается, костюм Едем. готовил. В гости к уважаемым людям. Да. Мы уже там были, так что, ребята, ехайте с нами. И все будет хорошо. Рецепт есть такой замечательный. В Америке по нем с ума сходят, короче, а у нас его умеют готовить. Так что спасибо, во рты, еще и вас научим. И сам поднатаскаюсь. И ты запоминай, у тебя все-таки девочки растут. А? Безусловно. Катя, я, слышишь, я в этих педалях, как это, даже не знаю, как газовать. А? Вань, что ты смеешься, это Поехали, Сергей, педали. Кельвин Кляйн, ё-моё. Ты думаешь? Ты что, дикая, что ли? Там так написано было. Это как ты говоришь, у меня из прошлой жизни лабутены. Джинс там какой-то написан. Ты ж, Катька, ну ты, конечно... Да не надо мне твои ботинки. Ёханый ты бабе, блин. Ты посмотри, что я шутить буду? Тоже от сестры достались. Кельвин Кляйн. Как от сестры? Это от ее мужа. Это джинсы тоже его, пинжак тоже его. Что ты смеешься? Я с собой еще и рубашку взял. Вдруг ты забракуешь. Тоже белая, короче, поняла?
Я так в гости еще никогда не собирался. Но я же не хочу тебя позорить. А. Как там? Встречают. Шея женщины, это же голова мужчины. Встречают по одежке, а провожают по уму. Сережка, все равно позоришься. Ой, что ты ведешь себя как... Имеешь женщину язву. Смотри, Да. встречают по водежке, Ага, а провожают. по уму. Поэтому я с тобой поехал. А не сам. Все, поехали, ребята. Таки в гости. Баровдзес, братья. Армен Джан, только не смейся. Здрасте, ребята. Бог помощь. Здравствуйте. Салют, родной. Привет, дорогой. Привет. С праздником. По-парадному. Я оделся. Я пошел за пиджаком, смотрю, туфли валяются, понял? Ну и фурик у меня лежал, короче, так что картина маслом. Зима. Так, ну ты сейчас... Это мы сейчас зайдем, подожди, пусть женщины по теплому не бегают. Я хотел, вот мы едем в гости, а я вот думаю, что подарить человеку, у которого все есть. А так как вы любите туризм, Бомба. компания БРС Ukraine Он в Армении работает? везде, брат. Любой баллончик, все, шмаляет. Я тебе говорю, что Спасибо. рыбу я на нем жарил. Спасибо. Это ж мы по, ребят, следам попали в Грецию. Шокать. Армен, вы этот... У меня просто до речи только что. Перестановка. Хорошая. Ну, этот останется? Останется, да. Короче, Слава мы приехали Богу. в Грецию, а Кристина говорит, что тут были ребята, приехали со своей мультиваркой. Ага. Говорит, у вас там что, все такие? Но когда они увидели, что мы приехали тоже с мультиваркой, по вашим рекомендациям, она сказала, да, у вас там в Одессе все Просто такие. все люди, у кого 3 детей, не могут себе позволить ехать без У мультиварки. некоторых 4. Смотри, можешь за безопасность, Как у некоторых 5. за безопасность можешь не переживать. Спасибо за тебе это большое. отвечает магнитный клапан. Супер. Захочешь, чтобы шандарахнул, не получится. Не надо. Идем, никогда не будет. Удобно. Ребята, Здравствуйте. я сразу предупреждаю, только не смейтесь. Я сегодня оделся. Ой, ходить не умеет. Кварты, это вам от всех подписчиков. Ребята, Здравствуйте. здоровенькие были. Закрывай дверь Борис холодно здесь. людям. А что, сейчас Здравствуйте. все закроем, Катя? Все? Все, туши. Боже, какая Делай красивая. паузу. Боже мой, да ты что? Ох, сегодня все будут. Детки, одевайтесь, короче, мойте ручки, будете сегодня готовить вкусные, замечательные, армянские, на весь мир известные десерты. Аська, иди тоже. Катя, шмаляй на долгую память. Ну ты такой красивый, Давай, что красавица. грех не сфотографировать. На память. Сережа, ну, Катя, ты же нормальный человек. да? Все, порядочек? мы с ним едем, я ему говорю, Сережа, говорю, встречают по одежке, провожают по уму. Он говорит, так я ж тебя не зря взял. Я заехал красивый, да, а уеду я с Катей. Шо, ребята, может, что-нибудь тепленького? Пирожка нема? На меня теплый пирожок так влияет, сразу петь буду. Ага, что это такое? Оп, продастся. Армянская крупа гачар называется. Это такой, что, армянский рис? Ну, это А ну, как дай его пшеница. Ничего себе. С грибами. И Красиво. тут будет кюфта, карри кюфта. Мы сварим, и вы попробуйте, вам понравится. Родненько, я уже забыл, зачем мы сюда приехали. Мы же приехали, как это называется слово? Синабоны. Ксинабоны? Си. Синабоны, а як, синабоны, синагога. Думаю, ну что-то вкусное. Мы Марата с собой не взяли, потому что он бы по-любому сказал, что это евреи придумали. Но мы это попробовали у рты. Это что-то, это... Я вчера же на базаре аккуратненько взял, немножко рассказал. Там уже полкиевского ждут меня с дегустацией. Ребята, если синабонов не хватит, так я что-то таки вам налью. Ага. Ух, ё-моё, мука. Катя, вот такое ты хотела все время, ты помнишь? Тестомес. Но тебе это не поможет. Она вчера так суп готовила, я даже рассказывать не буду. Брат 2 часа маме звонила, спрашивала, что надо добавлять, кроме фасоли. По итогу сел телефон, или деньги закончились на счету. Ну, суп приготовила, слава богу. Дети есть не стали. Все, что и требовалось доказать. Катя, ну посмотри, как так нормально. А? Тепло у ребят, слушай, как в Армении. А что ты раздеваешься? А что, я буду в нарядном? Как это, яйца взбивать? В рты сразу говорю, что, короче, готовим вместе. Я знаю, что ты не пустишь, но я хочу участвовать, хочу что-то там месить.
Чтоб еще и нет-нет тоже по наследству внукам передать. Все, я пойду в раздевалку. Катя, ёшкин кот. Ты посмотри, а? Это Это так, это чисто чай попить. без комментариев. Армяне, одним словом. Ты что, дай бог здоровья. Всем и каждому. Так красиво. Ой, И каждый раз по-разному. Ну, серьезно. Сережа, а что ты там сидишь? Тут уже нужно готовить. Катя, ты дай помечтать за кабинет. А что ты тут разделся? Леночка, А, Сережа? 2 кофе, пожалуйста. А я репетирую, Катя. Там уже начали готовить. А? Вообще-то ты Без меня. пришел готовить. Что значит начали? Ты бы... Кабинет. Хоть рецепт людям покажи. Все, с этих пор молчу, как рыба об лед. Задаем вопросы. Как говорит Марат, ребята, записывайте. Это кюфта, получается говяжье мясо, но только, видите, оно отбитое. Ты прямо его... Ну, это такое купили, ну, привезли нам. А, это особенное мясо. Да, это особенно, это специальный кусок, там ни жилок, ничего, такое вот, как пюре. Вот так мы смешиваем С маслом. с маслом, с луком и с яйцом. Я уже воду там поставила. Сейчас смотрите, как будет это. Ты меня тоже озадачивай, я тоже могу что-то делать. Я боюсь, что тебя никуда не подпустят, Сереженька. Получается, вот так вот формируем. И оно сейчас должно постоять? Или... Воду. Вода должна быть не кипяток, а именно такой вот. А, прямо будет вариться вот в этой мисочке? Не, сейчас. А, это форма Которую будет не такая. торопись. Форму придаем, да, вот такую круглую. Вот. Идем. Это очень ответственный момент. Ну ты делай, мы если что подмонтируем. В любом случае будет красиво. Так что, ребята, поддержите в комментариях и аплодисментами. Варты, варты, варты. Ай, вот это тефтель, ё-моё. Да, тефтели, но это кюфта. А Марат стоит там в поликлинике, анализы ждет. Мы с ним с утра- Может, ты ему отправь с утра маленькое ждали. сообщение, он сейчас скажет нет. Я, по-моему, уже поправился. И вот он будет... Скажи мне, вода горячая? Нет, слегка. Вот именно еле-еле теплая. Да. Грубо говоря, кидаем в холодную воду и уже потом доводим Видишь, до... пузырики начинают подниматься. Катя, это не пузырики, это сливочное масло. Да. А здесь А готовится... это из той крупы. Да, это агачар называется или полба. Она вместе Смотри, подается, получается. и не рис, и не пшеница. Все вместе. А, 2. У нас же 2. Все красиво. Сережа, я восхищаюсь тобой, ты знаешь, иногда. Твоей непосредственностью. И начинаем сейчас. Делать синабоны. Тут у тебя уже дрожжи, мука, молоко, еще раз дрожжи, яйца. Это мы... хорошо. Молоко немножко горячее. Должно быть тепленькое. Да, слегка такое. Ну, пока мы яйца сейчас. А готовим мы на сколько? На килограмм муки? Здесь Рецепт 700, какой? 700 грамм, вот рецепт. О, От 700 до 800 грамм. покажем людям раз в жизни. Катя, снимай медленно, лучше сделай фотографию, слышишь? Я уже снимаю, С да. разрешения во рты, да, чтобы именно сними. Вот и сделаете вот так вот. Все. А я все Будет думала, получаться. А ты можешь смотри вот так вот ближе? Людям подъехать, видно, вот я так вот, уже- чтобы на весь телевизор. Все. ну тут же вон дальше, видишь, начинка. А я все думала, чем же сверху помазано, а все-таки есть сгущенка. Думаю, Да. сгущенка со сливочным маслом нет, как будто бы вроде не сильно много сливочного масла, но сгущенку я там точно обнаружила. Сейчас чуть-чуть. А как долго будет вариться вот так кюфта? это? Кюфта. Кюфта. Ну, минуты 40. Минут 30-40. Ой-ой-ой. Я таких размеров никогда в фрикадельку не ел. Пока яйца. А это уже дрожжи на пирожки.
А, еще и пирожки. Кать, короче, мы здесь ночуем почти. 100 грамм дрожжей, там половина сюда. Маратик, это, если что, из-за тебя пирожки собрались готовить, потому что Марат их очень любит, но все время боится. И в рте говорит, придешь ко мне разочек в гости, век меня помнить будешь, страх уйдет навсегда. Он поэтому и не пришел. Что прямо аж настолько испугался. Шо, подожди. Мальчик с пальчик, как тот мультик? Пеппи длинный Перепен. Чулок. Нет. Еще один. Питер Пен, Питер Пен. Помнишь, там был такой у них капитан? Нет, не помню. Эх, ты перечитаешь. Я недавно читала детям. Пират вот тот, который с крюком все время Питер Пена пугал. Эх ты. Горячая? А должно быть еле-еле теплая? Да. Водичку в Это холодную. нормально, да? Ну, Попей глоточек. ну горячковатая. Ну, сейчас вот так вот. Все имеет значение. Молоко должно быть теплое. Получается, от общей массы столовую ложку сюда. Мы тут будем дрожжи растворять. Угу. Сразу с сахарочком. Чуть-чуть остынет. Что? Да ты свой покажи. Кого? Да я смотрю, что вы одели сегодня французский маникюр. Скажи мне, а я вчера тебя видел, ты была не в красном? Красном. Когда ты все Ты смотри, успеваешь? какой внимательный. Обалдеть. Ну, думаю, нормально, да? А чё нет? Так, теперь посмотрим дрожжи. Я на все согласен. Главное, ты делай так, как надо. А я своими словами постараюсь это все. Что, ты даже людям взбивать не передать. будешь сегодня, Сереж? Катя, здесь есть аппаратура. Ах. Помешивай. Может быть, не нужно. Почему? Можно. Помнишь, как Домой приедем, что? мы с тетей Валей готовили бисквит? А? О, дрожжи действуют. Домой приедем, ты тоже приготовишь? Домой приедем и пока, чтобы закрепить материал, сразу приготовим тоже дома ксенобоны. Да не синабоны. Не кси, а именно... Первая буква С. Сергей. Синабон. Точно так же, как ты называешься. Все, а у меня ксенон. Потому что у нас пара перегорела. Видишь, что у меня в голове? Ну, Синабоны. то о чем? Здесь 700. Здесь 700, да, если надо будет, мы уже... Сделаем 800. Да. Я уже просеяла все. Ты, мамина хозяйка, ты тоже любишь готовить? Да? Такой фартушек у нее, ты видишь? А я сегодня чего, в пилотке? А чтобы волосы не падали в еду. Так все известные повара делают, сказать. Шапочка тебе нужна кулинарная, Сережа. Вот так вот нажми. С такими волосами и кашкет сойдет. А я все время в детстве, когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, Говорил поваром? коком на корабле, я так и говорил. Да? Да. Ты видишь? Вижу, что до корабля дело не дошло. Но в тельняшке и в кашкете хожу аж бегом по Одессе маме. С элементами. Ну, так считай, что любой моряк завидует. Пока не забыли Что еще? грамм соли. Сколько? Ну, щепоточку. Чуть-чуть. Да. Ага, немножко. Какими ты дрожжами пользуешься? Львовские. Правильно. Все, экзамен пройден. 5 яиц. Так, сахар, да? Сахар там. А, сейчас ложкой сделаем. Чуть-чуть желток разбить. Объединить. Уже пахнет дрожжами, да? Все вместе. Я даже их не мешаю, они сейчас Сами будут, да? сами, да,
с насадкой. Долго вымешивает она? Ну, 15 минут где-то надо, чтобы вымешивать. И в самом конце, когда уже объединятся, уже добавляем сливочное масло. Чуть-чуть поднимется. Пузырь, все твои. Живые дрожжи. Заводится. Очень все внимательно, Катюш. Все. Ты прям такой прилежный ученик, Сережка. Ух ты, шо, Катюша. Как красиво, а? Это вы с Америки привезли или у вас здесь было? Здесь было. Здесь было, а? Ну, вообще американский. А я считаю USA. Там еще и адрес Галкина, посмотри. Катя, Классная штука, да? Володя, да. Она прямо мурчит, ты видишь? Ну, красиво. Ну, И мы- Пасху, наверное, можно, да? Мы тут все делаем. Да? Мы себе такую тоже хотели, потом у нас появилась хлебопечка. Ну там маленькая чаша, но А у нас тоже есть хлебопечка. ты сильно пользуешься. Ну, в первое время очень... Не очень могла часто, остановиться. Да. А сейчас уже... А потому что Армен сказал, остановитесь. Мне кажется, надо будет добавить муки. Муки? Да. Вот когда человек, видишь, все видит. Но во рты даже ваше тесто, когда вы на эти месили, Так, ну, сразу же сказала. Что-то там у них не то. Ну мы спасибо Аленочке доработали. Это когда пробили шив. Да, беляши. Но получились бесподобные. Катя, не главное как, Главное вовремя сориентироваться, да? а главное, что уже после этого. Ванильный сахар. Мгм. Где-то 2 чайные ложки. Тут маленькие. Какая хорошенькая. Слушай, Да? и ложка, и... А он что, на килограмм продается? Я все время думал, да. что... Да ты Ну, что? вот там полкилограмма. Я все думал, что в таких пакетиках по 10 грамм. Это ванилин. А, Хотя есть и ванильный сахар в пакетиках. а мы когда-то были на Занзибаре, и в этом в старом городе Стоунтаун ходили по рынку. И там купили именно ваниль настоящую. Вот эта именно палочка. Стручок такой. Палочка. Ой-ой-ой. Это пахло. Она так пахла, я даже если поискать, до сих пор где-то у нас там лежит. А внутри семена. И вот одно семечко. На одно, по-моему, блюдо большое, помнишь, да? Нет, оно очень концентрированное. Там можно было его мешать, добавлять куда-то. Смотри, оно еле-еле бухтит, это мясо. Чувство. Ты сюда смотри. Еще добавляем муки, Да, да? потому что оно должно комом схватиться. Еще мука с боков пока не подобралась, но во рты уже видит, что надо еще чуть-чуть. Вот это уже комочек, да? Это уже похоже на синнабон. Сейчас схватится. А, это уже почти готово, да? Ну, Ну, да. тебе же сказали, в общей сложности минут 15 должно его кувыркать. 10. Вот, и видишь, как моторчик напрягается. Сейчас, Наверное, тяжело. да, сейчас маслечко ляп и станет легче. Оно же всегда так, пока не помажешь, не поедет. Хорош, хорош. Все, секрет раскрыт. Мы же когда к вам в гости приходим, у тебя все время там напечено, там эти такие, эти десятые, печеньки, торты. Все ясно. Накидал, только с духовки, вынимай. Сунул, высунул. Нет, большая умничка, и это все, конечно же, женский труд. А он же по-другому, он и пахнет ванилью, да? Аромат корицы. А детям какая память? Я еще от себя люблю добавлять оливковое масло. Оно придает такой воздушности или как. Ну, столовая ложка, да. Легкость. Вот. Да.
Там в рецепте нет, это как? Уже излишних наблюдений. Да. Я также люблю готовить. И что-то там от себя добавить. Да. Главное не стесняться. Марат ругался первое время, потом привык. Говорит, Сережа, что бы я без тебя делал? Уехал бы обратно в Израиль. А так в Одессе, спасибо тебе, жить не скучно. И давай что-нибудь еще приготовим. Все, уже с этого момента 10 минут Ага. засекаем. С этого момента, сейчас бы Марат залез бы в телефон и нажал бы таймер. Таймер. Но у меня есть часы, в которых я тоже плохо соображаю, так что ты на своих настраивай аппаратуру. Понятно? Это как у нас вот так кастрюлька, очень удобно. Да. Да. Уже точно не забудете. Может мне пойти пока... Катя, в Одессе праздник, снег пошел, ура! А что у вас здесь в кастрюле за окном? А Компот? тебе какая разница? Просто интересно. Компот? Я понял. Ты видишь, какой снег? Прямо супер. Вид из окна, конечно, огонь. Печка, труба, дым идет. Флаг, береза. Одесса. А где флаг? Катя, что повылазила? Родненькая. Вот тут перед березой. Вижу. Да. Чай. Чайки летают. Ой, я только хотела сказать, как ты их не заметила. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог, наверное. Ничем не пахнет. Картошка длинная, это специальная? Такая же, как мы вчера купили. У Гриши взяла лимонку. И мы вчера такую взяли. Мы вчера Такая вкусная, наварили да. просто. Именно у него и такую же Да. длинную. Да, это будут пирожки. Очень вкусная. Мама вчера была в гостях, оценила ужин по полной программе. О, Катюша, смотри, хорошо закипела. Ты видишь? А, Судя по крышке, центр, что ли? Нет, Или тоже с Америки привезли? это нет, по-моему, Либергоф или Винзершир. А, ну очень тяжело. Катенька, а ну наедь сильно, сделай макросъемку. Вот со стороны, если люди не знают, что это, как будто бы куриные сердечки бьются, поняла? ой, Сережа, ну ты как скажешь. Чего ты? Ну до сердечка Катя, тут это жизнь. далеко. Ну ты плохо увеличиваешь, еще увеличь. Тут он может еще, а ну давай, а ну Сережа, проверь его как- способности. Не суй ко мне сюда руки. Я вообще не сую, ты снимаешь. Катя, эта аппаратура снимает 10-кратный цифровой зум. Ой, я тебя умоляю. Да еще не у каждого южного корейца есть такое, что ты в руках держишь. Слышишь, что говорю? Прямо нежность. Ох, как красиво. Да, воздушная. А как же руками такое вынесить? Володя Галкин, а скажи, а у вас есть такое? Ну, вот этот аппарат. Мне просто интересно, как тебе мама пирожки делает. Мама Таня, или вы руками намнете картошечки? Катюня, смотри, лайфхак. Просто масло растительное. И туда тесто, да? Да. Чтобы легко было доставать. Еще чуть-чуть крышки. Ты что, сегодня после сегодняшнего рецепта младенцы во рты будут готовить. И с первого раза. И та фраза, что первый блин комом уже перестанет быть актуальной. Скажи мне, ну руками до такого состояния, я думаю, наверное, тяжело взбить, да? Посмотри. Поэтому он такой воздушный. Да, оно прямо похоже на тот фарш под кюфту. Без волокон, без ничего, просто какая-то единая смесь. Все, 1,5 минутки и следующий этап. И на руку. А они потом тоже должны стоять, да? Да. Мы посмотрим, как будет подниматься тесто от 40 минут. Катя, та известная фраза, что тесто должно отдохнуть. Или отдохнуть, как называют.
Отдохнуть, Сережа. Отдохнуть. Да почему ты букву «и» все время говоришь? Ты умеешь говорить слово «да»? Да. Вот теперь скажи «от», «да», «нуть». А ну попробуй. «От». Отдохнуть. Вот видишь, как хорошо у тебя получается. Хотя не напрягай мне связки, мне нельзя. 40 секунд. Думаю, что так. Все, о, наш человек. Марат бы сказал сейчас, ни в коем случае. 40 секунд, значит 40 секунд. Иначе не все получается. Ты видишь, какая специальная Вай. досточка, шкребочек. Ну все, что надо. Вот это сейчас тяжелое. О, Открутить? не, все уже. Да я рядом помогу. Главное не забивать мукой. Мы потом, когда сформируем, будет колобочек такой. Он и должен быть вот такой. О, Все, готово. Вот, Старт-стоп, да? на стоп, да. хоть что-то ты, Сережка, да поделаешь сегодня. Хотя... Ой, красивое. Хорошо, я же пришел сюда готовить. Дай хоть посуду помою. Вперед, Сережа. Картошку нарезать, там что-то пожарить. Котя, вообще огонь, посмотри, какие. Вай. Тебе разрешили Дубина. шарики. Это просто кошмар. Еще обязательно атрибутик, это надо обязательно вот так вот крест делать. Да? Ручками вот так вот? Да, вот так. Чтобы как благословение. Куда-нибудь в любое теплое место? Да, теплое место. Сейчас мы накроем. А, это какая-то специальная миска? Нет? Катя, запоминай. Ну, просто интересно, что. Марты, ты если ей скажешь специальная, то завтра и у нас такая будет. А если не специальная, подумать, да ладно. Специально такой. Да, у него и обыкновенные тазики есть. Катя, запоминай аппаратуру. Хорошо. А Всё. ты помнишь, мы когда с тетей Валей испекли Да, мы сразу миксер себе купили. бисквит, мы купили миксер сразу же, мисочку такую же, как у нее, лопаточку. Лопаточку. И все, и долго не затягивали, пришли домой, буквально на следующий день, и мы потом как начали готовить. Получилось, да? Просто Получилось, шедевр, да, у нее такие очень вкусные. получились, Тоже конечно. есть моменты, да, лайфхаки всякие, где подрезать, с какой стороны подрезать, чтобы... Я видела. Да. Серединку эту. Мгм. Очень вкусно. ждем. И быстро. 40 минут. 40 минут. А за эти 40 минут мы сейчас шлепим пирожки. Да, тесто сделаем. Ай, Пожалуйста. Кать, А? я не могу уже и дня прожить без теплого пирожка, понимаешь? Понятно. Вчера на базаре меня спросили, говорит, а с чем пирожок? Да главное, чтобы был теплый. Любой. Вот почему-то именно после пирожка у меня становится с голосом полный порядок, причем до вечера. Катя, мне пирожок надо есть с утра первым делом. Пирожок, ну а потом... Сереж, я тебе купила бутылочку специальную, Так. и туда наливаю теплую водичку, поэтому ограничимся Смотри. теплой водичкой, а не пирожком. Я ее уже устал намекать, чтобы она научилась готовить пирожки. Она мне уже и бутылочку купила. И как это? И да, это масло, которое я сосу. Какао. И за масло какао договорилась. И таблетки там всякие мне подсовывает. Катя, научись печь пирожки в таких же пропорциях, сделать горячим. Или можно прямо молоко и добавить. Да, я делаю половину. 300 грамм молока. 300 грамм молока, 300 грамм кипятка, да? 200. А, 200? Всего 500. И у тебя, грубо говоря, у тебя полкило Да. теплого молока. Это уже рецепт на пирожки. Да. 5 яиц. Нет, там одно яйцо надо. Всего лишь? Муки сколько? Муки тоже где-то 600-700. Ты запоминаешь? Да, Кать. Мы же с тобой хотели попробовать. Да, для меня главная картошка. Ты снимай, а я все это, когда буду монтировать, буду выписывать по граммам. Сделаю, как наши подписчики. Ты хоть раз делай. Блокнот. О, точно. Там его нет в блокноте? Нет. То в голове?
условия. Все, тогда личным сообщением. Кстати, а если скопирую и сразу в описании под видео ставлю? Вот люди тебе благодарны будут. Боже мой, ребята, вот голова светлая. Все, бабах-трахбах. Полкило тепленького. Дрожжи. Тоже столовая ложка сахара, чтобы дрожжи. Хорошо взялись. Хорошо. Немножко холодная. Давайте чуть-чуть еще добавлю. Да? Да. О, порядок. Хотя всегда должно быть чуть больше, чем положено. Самое интересное, мы пока здесь готовим, я уже 2 раза помыл руки, но ни разу их не запачкал. Понимаешь, как я мысленно стараюсь? Мне уже кажется, что пора уже и футболку постирать, Катя. Что я весь в муке. Еще полчаса уже пойду душ приму. А потому что работяга. Соль обязательно. Тоже на глаз, а лучше 2. Или 3. Да, пирожки же это любят. Тут главное соль. Теперь идем дрожжей. И точно так же вводим 1 яйцо, желток продырявить. Так я уже почти умею. Все, мне интересна сама консистенция, когда уже по выходу получится. Ну, жидковатое Ничего, оно что здесь такое, на да? ложку чуть-чуть прилипло, я вот так вот сейчас. хорошо. Да. Хорошо, хоть что-то он должен Имеет сделать. значение. Да, правильно. Ты как мне, Катя, тебе сюда поставили говорить, а ты подсматриваешь. Извините. О. Как это? Вопросов больше не имею. Короче. Катя, Ух ты, как красиво. Да, смотри, да. Живые. Запомнился? 2 раза по часовой, 1 раз против. Катя, очень имеет важное значение. Сережа, я когда-то торты пекла, представляешь? Да, я знаю. Были времена. Не на мою долю они пришлись, но... Я тебе как-нибудь испеку тоже. Давай. У меня тоже такая тетрадка есть, только она у мамы, я уже забыла. Ай, хватит хвастаться, просто возьми и сделай. Спасибо, Варты, в твоей тетрадке еще на 2 рецепта будет больше. Скажи мне, а вот эта вот любовь и смелость к тесту, к выпечке от мамы? Да. Или просто Детство. самой с детства? С детства, Вот какие вы умнички, слушай, как это все дело прививаете. Мама Катя, тоже печет, да? Да. И дочка печет, дочка вообще печет. Мне кажется, уже лучше, чем я. В следующий раз с тобой будем печь. А, ну, не, а мы же когда были в гостях, но мы видео здесь не снимали, мы ели синабоны. Это было твоими ручками приготовлено? А нет, это когда вы к нам в гости приезжали, это ты готовила, правильно? Хотя ты Она такая... все время готовит. Все. Вот прелесть. Масочка тоже на глаз, видишь? Это уже я люблю вручную. Именно пирожки. Скажи мне, это тебе мешает, нет? Да. Все, я понял. Спасибо. Всегда рядышком. Хорошо так готовить, да, Сережка? Что? А ты именно и этим борошном пользуешься? Да, хотела. Вот такой, да? Они проверенные. И вот так вот минуты 5-7. Как Пощипываешь, мнешь, перемешиваешь. До тех пор, пока не будет от руки отлипать? Или просто 5-7 минут? как? Я знаю. По ощущениям. Да. Ага. Главное просто мукой не забивать. Если Вот видишь, что- ты уже эту фразу дважды говоришь, а я всегда к этому смело подхожу, а потом уже откатиться нельзя. Видишь, тут лучше смазать, Катя, чем добавить муки. Мы вот были, когда мы были? Вот в эти выходные на барахолке.
Там тетя Лена печет, Константин носит, а тетя Людочка, если не ошибаюсь, их продает. Там такие пирожки. Ты когда... Тоже с картошкой, да, были? С картошкой. С капустой. У них такая толщина, блин, это даже толщиной не назовешь, нереально очень тонкое, мягкое, нежное тесто. И полкило картошки внутри. А необыкновенно вкусные, руки сухие. А бабушка у тебя пекла пирожки? Да, только, Жареные? Да, жареные, но не такие большие. Маленькие, Маленькие? знаешь, да, маленькие. А у нас бабушка печеные готовила. И Есть. печеные, и жареные, С тесто яблоком. дрожжевое, да, было, с абрикосой, С ревнем еще бабушка готовила. с печенкой. Нет, с яйцом и зеленым Да, луком. да. И вот один разочек, вот вы его так вытягивали, просто я видела без камеры. А, Уже вот видишь, как... отлипает. Все, видишь? Оп, до такого состояния. Формируем такой колобочек в конце, чтобы Вот тесто было благословенное. И тоже где-то на 40 минут. Мгм. Все. Низкий поклон. Когда ты... Он аж подскочил! Мы же тут сидим, заговорились, это апельсины уничтожаем, и тут уже раз, вот такая красота. Обалдеть! Марат, ты такого никогда не видел. 100%. Вот армяне додумались, ты что? Вот мне такое блюдо нравится, Сережа. Вот такой целый кусок? Нет, ну это, смотри, прям диетическая еда, понимаешь? Посекая сочная. А лук вы добавляли, да? Обязательно. И сейчас между ними сливочное масло. Ага. А лук просто свежий. Да. Угу. Между ними И сливочное для масло. сочности, и для Ой, вкуса, и что-то у вас вообще. там уже готово? Это уже... Синабоны надо печь, да? А ну-ка, дай хоть понюхаю. Ну что? Катя, это какое-то детское питание. Тихо, Сул, успокойся. Нереальная нежность. Иди понюхай. Ребята, ловите по аромату. Это вы даже не понимаете, что это такое. Да ты что? А, вот так вот. Ты хочешь что? Да я хочу помочь. давай. Что-нибудь сделать. Ну давай, Оп, давай, поднимай. давай. Оп, всунул, я подержу. Да ты что, сейчас чуть-чуть помажу. Хотя... Если останется кусочек, маме обязательно. Обязательно. О, всё. И деткам. И не обязательно. Деткам мы приготовим, а вот маме... Катя, это не еда, это просто праздник какой-то. Тут я даже, если закрыть глаза и вот всунуть человеку в рот и сказать, какие ассоциации, я думаю, что первое, что придет в голову, так это вымя. А ты понимаешь, что Здесь я так нет, понимаю, здесь что это текстура, она без волокон. какая-то особенная часть говядины, да? И плюс, как ее такую сделать, я даже не представляю, как ее можно такую сделать. Катя, А, тестомес, мясомес. Что ты думаешь, что в может нем быть. мясо не гоняют? Кстати, ну это я сейчас, конечно, ляпнул, но я подумал, а чего нет? Что? Но если накидать туда фарш и долго-долго его кувыркать, тоже получится. Это специальный аппарат. Специальный аппарат делает? Да, это мы не сможем, это в таких условиях. Не, ну у Галкина по-любому есть. Володя, вот тебе повезло. А Они- эти они грибы сейчас в подаются с этим пловом, ассатяром. Сейчас попробуйте. Шампиньоны королевские, ароматные. С луком. Катя, сейчас как начнем, обалдеешь. Это может сделать больше места, чтобы было где разогнаться. Все, это вот так вот. Катюша, а ты знаешь, что это? Это Да. как блюдо называется по-армянски? Прелюдия. Прелюдия перед синабонами. Обалдеть. Тут тебе первое, тут тебе и второе.
А если смешать все вместе, так это же десерт. Все. Марат, как тебе такой плов? Сколько его выросло. Шо? Вай! Крышку подняла. Тихо, 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 Катя, Убежит смотри. точно. Ой, какая красота. Язык. А ну проедьте, вот тихо сделай, чтобы молекулярочка работала. Ты посмотри, хотя если ты не будешь дрожать, и вот так вот держать минут 5, то ты увидишь, как медленно оно сползает. А тут как красиво. Пушистое какое, воздушное. А потому что с любовью было сделано. Эй. Хорошо получилось? Очень. Я довольна. Посмотри, 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 посмотри. Живое, настоящее. Даже надо знать, в какую миску его положить, понимаешь? Я тебе сказал, Катя, запоминай аппаратуру. Я же не шутил, это все очень важно. А, каждую булочку надо взвешивать? Не, это я для начинки. Сейчас я приготовлю ингредиенты. 9. Крем будешь делать? Ну ничего, пусть будет. Должно быть 70, тут 80. Все. Чуть-чуть. Оно прямо живое. Вот бы сделать один такой синнабон. Марты, это у нас получается сейчас тесто из расчета на один противень? Ты посмотри, какое красивое. Прям А еще вкусное? Дай палец попробовать. Марат дочь таки, он любит очень. Все пробовать. А у нас Надя, сестра моя, ела сырое. сырое тесто Да все постоянно дети, ела. мне кажется, Но я едят не ел. сырое. Ты видишь, как надо готовить? Молча. Это не про тебя, Сереженька. Ты думаешь, что я безнадежен в выпечке? В выпечке, может, ты и не безнадежен. Вот в молчании ты безнадежен. Надо тебе аскезу взять. Так, стоп. Сегодня должны быть только такие слова, как синнабон, Кюфта. кюфта, грибы и пирожки. А ты знаешь, а я думала, что это нужно раскатать такие полосочки и каждую скручивать отдельно. А теперь я понимаю, Смотри, это если- такой рулет будет. Если бы ты знала, Катюша, Но я просто то, озвучиваю свое... то сейчас бы стояла со скалкой ты, а не во рты. А во рты бы снимала. Ну, ты же предполагаешь, как то или иное блюдо готовится все равно. И зову Марата. Ну вот видишь, в этом мы с тобой похожи, оказывается. Отлично. Так давай я у тебя и это тоже возьму недолго. Спасибо. Чем тоньше, тем лучше. Тем больше слоев будет. Надо Армену сказать, что стол маленький. Чтоб еще чуть придумал. А вы себе не планировали островок? Как американцы любят? А мне так хватает. Ну и слава богу. Мы тоже без него. Не, мы планировали, просто у нас места не хватило. Ты видишь, как оно, Катя, к ручкам? Блин. Хочется потрогать тебя? Ну, потрогай тихонечко. Я жахнул 2 раза. Боже мой, Катя! Шикарное ощущение. Сейчас чуть-чуть надо нагреть.
Подогреть маслечко, чтобы оно было тепленькое, и смазать. Уже с корицей? Не, я отдельно. Сахара 150, корицы. А ну дай-ка хотя я почитаю библиотеку. 15 грамм молотой. Но перед этим смазать сливочным маслом, подогретым как-нибудь. Где-нибудь, главное, чтобы до такого вот мягкого состояния. Чтобы сахар с корицей взялись. Слушай, я понял, что удобного в наших рецептах, точнее в длине ролика. Что? А потому что можно еще и борщ приготовить. Параллельно. Люди же там снимают, могли бы этот ролик в 3 минуты уложить. Бац-бац-бац, смешал, поднялась, засал Но в у духовку. тебя же сериалы, Сережа. Катя, да людям это надо, ты видишь. Ребята, все для вас. Сама эта выпечка, она древняя, старинная, или как это, и вот относительно недавно в тренд попала, или это нововведенное что-то кем-то придуманное? Я даже не знаю. Наверное, недавно попала в тренд. И его начали все срочно печь, короче. Да, есть с разными начинками. Есть, Синнабоны, да? да, Да. есть с пеканом, есть с шоколадом. Но самое ароматное это с корицей. Какая так зимняя выпечка такая. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вот эта процедура, Катюня, и не дает возможности тесту соединиться между собой. 15 грамм, короче, вот так вот на глаз. Да. Все, что все покрыло. Крышечка ни разу не открывалась? Ё! Переделываем. Так еще вкуснее. Ой, колени у меня хрустят, представляешь? Катя, меня это уже не удивляет. Я уже даже я и пугаться перестал. Скоро будет как это, избушка. Только не проси нагнуться, да. Сереженька, ты меня старше на пару лет. Это папа. Да. А, так прямо хорошо именно, смотри. Катюша, прямо сильно хорошо. Чтобы промежутков не оставалось. А, даже так, да? Ну, так вкуснее, мне кажется. Это же армяне, елки-палки, а вдруг откусит, а там промежуток. И скажет, и что? Ты меня не уважаешь? А ну, раз второй кусок, а там в 2 раза больше. Ай, мама Джан, прямо. Все, Катя, тут я молчу, запоминай. А дочка контролирует. А Нуля, мама все правильно делает? Да, говорит. Так, я это тоже пока ненадолго. Катенька, ты тут стоишь одной рукой, могла бы и снимать, и посуду мыть. Так ты же сказал, помоешь сейчас. Да и мне надо наблюдать, я ж для телезрителей стараюсь. Вдруг я что-то профукаю. Так получается, главное, чтобы я не профукала, Сережка. Может, мы с тобой возьмем 4 руки и как, заверем 2 раза? По разу или не раз? Или лучше не надо? Лучше не надо, я понял. Как оно мне чешется и прямо... Может, скажите, вам что-то перекопать надо там, не надо? Чего, придешь домой, вечер у нас с тобой томный. И Пустите как это, меня дрожжи у нас есть, наверное, поработать. дома. Потренируешься? Катя, у нас аппаратуры такой нет. Какой нет? Ну, той мисочки нет.
Ну, будем руками месить. А можно на полпорции, наверное, в Я не говорю за водичке? тестомес. А за что? За мисочку тут с крышечкой. А, Ну То да. я вам дам с собой. попользуйтесь, принесете, да? Посмотри, какой рулет. Слушай, так это было раньше всю жизнь. Просто его рулетом выставляли, видишь? А сейчас начали их делать вот так вот стоя нарезанные. И имя такое придумали. Интересно, что оно означает? И от какого оно? Синнамон, корица. А, с перевода на какого? С английского. С чего перевода? Ну, синнамон, я знаю. Переводится как корица. А по-любому Чё-чё-чё? с армянского. Ну, на армянском точно. Ой, она прям уже начинает опять дышать. Вот. Теперь у нас тут есть такая ниточка. А, это какой-то прям лайфхак. Да? Приблизительно это смотрим, сколько получится. А зачем ниточка? Сейчас покажу. Катя, не торопи события. А, ниточкой резать, наверное. Амену, Арсену, Ане, Ануле и маме. Все. Сходится. Вот так вот, Катюш. А ну-ка, сейчас я с этой стороночки. Катя, давай шевели вот этими хрустящими побыстрее. Да, вот так. Чбунь. Ничего себе. Вай. Подержать противень или пока не можно? надо? Катя, все, наконец-то, мой выход. Работа пошла. О, Ты смотри, как вот для чего я был рожден именно сегодня, ты видишь? Оп. Чуть-чуть. Аля-улю. Очень красиво. Они не должны соприкасаться? Не. Они же будут сейчас в процессе роста. Вот и до десертов мы дошли, Сережа. Именно ниточка, видишь, потому что даже деревянный нож и что угодно потянет его за собой вниз. Ну или только медь джедая может. Ту, которую тебя Давид подарил, помнишь? Как она Катана? называется? Видишь, чертила себе одно, а ручки Да. помнят о другое. Все, вот так вот как есть. Это просто праздник какой-то. Сейчас они будут стоять сначала? Да, где-то полчаса. А, и не сразу в тепленькое? Не, Да вы Сереж, что? ну это как Пасхи. Ты помнишь, как мы с Ну, тобой помню, делали? конечно. чтобы отдохнули немножко. А Пасхи вы тоже готовите? Да, конечно. Ты же ела в том году, не помнишь? Надо же, вы ее еще раз позвали. Возраст уже, все там уже. Она даже бывает с утра не всегда меня по имени называет. Вспоминаю. А ты знаешь, что когда Что? с тестом работают, еще тишина должна быть, Сереженька. А мы с тобой ржем, как лошади. Сквозняк создаем. Смотри, просто поместилась один в один. Ну как? А? Как такое может быть? А потому что во рты сейчас в уме про себя говорит: ай, мамаджан, ай, мамаджан. И все. Четко. Все. Спасибо. Теперь мы ставим. Ты что, тебе на спасибо? отдых. Вот здесь вот Да, пока. Я щас- положить где взял? Так вы что, пищевой пленкой или просто вот домашним одеялом, да? Ай, шикардос. Ниточку на базу? Хорошая многоразовая. Или надо ее сполоснуть? Да. Все, понял. А как она так вот раз и разрезает? Перекрутил, да? И, так- Элементарно. и потянул. Да? Все. Надо свозить тебя здесь недалеко. Мы, братья, встречайте. Куда? Родина Мамалыги. Ее тоже ниткой режут. Свожу тебя. Поймешь, все, что вот такое вот, лучше ниткой. Срез получается. А ты знаешь, что манку может сводить до такого состояния и не сразу в рот горячее пихать, а Знаю. подождать, пока она остынет. Я ж тебе рассказывала за И такую потом вот рыбную такими- еду. Кстати, люди в комментариях писали, что тоже готовили такое.
Ребята, спасибо огромное. А ты бы могла бы хоть в гостях не перебивать меня. Садись, иди давай. Марату купили вы, да? Вот так Он красиво я купил, как поняла. у Марата, и она с такими сотами. Но мне Да. она вообще не нравится. А мне это очень Вот, Сережа. вообще. Все, Бери на заметку. Следующую такую мы, пойдешь. мы вот такие вот. А я ругалась на тебя. Это когда? Позавчера, короче, пару-тройку дней тому назад, Катя говорит, давно пюре не ели. Я вспомнил, как бабушка делала на пирожки вот такую вот пюрешку с жареным луком. И мы всегда просили бабушку, чтобы она сделала больше, чтобы оно осталось. И мы это кушали. Все, Сейчас настанет. молчу. Это получается приправа из Армении. Как называется? Армяне поймут. А по-армянски... Забыла сейчас. Все, значит, четверть. Так, еще черный перец. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И грамулечку красную. Понятно? Паприка. Не, по-простому соль, перец, но это... Эта трава очень ароматная. Так, и Катя говорит, зачем ты это сделала? Я хочу классическое, обыкновенное, сливочное. А потом, как начала есть, Вкусная. Сейчас это остынет. Думаю, что останется, Катюш. Сережа. Ты солила воду, когда варила картошку? Все. Паузу сделай. Трава называется цитрон. Я вспомнила. А, цитрон? Цитрон, да. Есть такое название, да. Травы, да. Это не именно чабер. Сейчас попробуйте. Ага. Она Я сочетается с картошкой просто. Цитрон. Марат что-то такое говорил, где-то мне такое попадалось. Цитрон. Катя, припухла ты, посмотри. Пирожки Ой, уже уже прям там. сваливают. Ребята. Смотри. Убегает. А шикардос. Так быстро, да? Ну, хорошие хозяйки всегда так. Для многих это неудивительно. Ну, Катя, сейчас там поднимается, здесь сейчас жарить начнем сразу, или они тоже должны будут стоять? Тоже как конвейером. Пока мы сформируем сейчас колобочки. И все сформируем и начнем жарить. Пока там запечется, тут пожарится. Я еще пару раз руки помыл. Могу я Колобочки чуть-чуть формировать. немножко? Или, может, я буду жарить? Как хотите. Катя, иди сюда. Это прямо мэджик какой-то. Немцы бы сказали, дастиш, фантастиш. А вот известное выражение «ара» – это обращение к мужчине, Да. а к женщине как? «Арочка»? Не, женщине так нельзя. Я с любовью и уважением, просто интересно. Нет, женщин такой нету. А вообще, короче, только А что это к значит? мужскому полу. Какой перевод? Ну, араджан, уважение к мужчине там, да? Обращение. Ну, как-то обращаются, но... Ну, у молдаван есть мэй. Ты спросил и сам Фа. ответил. Мэй мужчина, фа. Просто обращаются к мужчинам. Ну, лучше так не обращаться, мне кажется. К мужчинам тоже, да? Да. Через приставку ара. Извините. А Джан? А джан можно, джан всегда можно. Понятно, Сережа? Так говорят, мама джан, араджан. Ну, еще есть ара имя. А, все, я понял. Это обращение конкретно к человеку по имени Ара. Интересно же мне, как это все устроено.
Вот какая тебе, Сережа, бутылка нужна. Ты понял? Бери на заметку. Сфотографируй. Ты хотел колобочки делать, уже передумал. Да не, мне самое главное не мешать, я лучше буду А, вот так, да. наблюдать и не Ты смотри, мешать. там мы муку добавляли, а здесь вот так. Маслечко. Ты вот так вот пару раз вовнутрь его, да? А потом запаяла. А почему так? Ну, чтобы ровные колобочки были. Это оно вроде бы со стороны, Катюша, углов не имеет, а на самом деле такие имеет. А вот вот так вот делает, подворачивает, 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 потом раз, покаталась, и с каждым разом все лучше и лучше. И пока ты будешь делать сейчас все вот эти вот колобочки, эти уже постоят, и уже можно будет приниматься формировать пирожки. А потом только бери, жарь и чай заваривай. Да. Элементарно, я просто люблю. Каждый ребенок сможет. Тем более, Марат, Марат, не бойся теста. Все у тебя получится. Кстати, надо его набрать, узнать, что как анализы. Прямо как дока хлеб. Потом пушистый такой поднимается, пористый, пористый, пористый. А холодные яйца нельзя. Да, холодно нельзя. Ну, вообще в выпечку все должно быть комнатной температуры, да. Так с виду смотришь, кажется, так это просто. А, по-моему, не очень это получится. Да не, Катюня, главное не бояться. Как там глаза боятся, руки делают? Ну, видишь? Ты что думаешь, что в арте так сразу начинала тоже? Потихоньку, потихоньку, а сейчас уже не остановить. Катя, в арты позволь. Детям покажу фотографию. Во рты на вас Обалдеть! смотришь, и хочется тоже повторить, но честное слово. Творить. Духовка сразу вверх-вниз. И какая температура? 180. 180. На сколько время? На полчаса. И все? От 20 минут, да. Всё. Мы будем проверять, будет золотистый цвет, будем проверять. Посередине. Вверх-вниз. Конвекция? Нет, без конвекции. Без конвекции. Ага. Это я не для меня, для Марата очень важно. Что, пирожки а-ля Улю? Да. А, нет, мы сейчас... Масло погреем. Масла немного, не как я как карася жарю. Нет. Много, Чтоб- много должно О, быть. чтобы Кать, хрустящая корочка не лезь. была. Ну, я видела намного меньше, чем у тебя, когда ты карася Ну, так жаришь. понятно, что не карася жарим. Мы же тут не кости выжариваем, мы тут тесто запечатываем вокруг пюрешки вкусной. Ой, красиво. Не, Катенька, лучше не... Как это? Каждому свое. В арте печет, ты снимаешь, у тебя очень хорошо это получается. И вместе мы команда. А я еще раз руки помою. Ты будешь все-таки сейчас что делать? Лепить пирожки? Катя, дальше продолжать стоять. Ты думаешь, что я их просто так мою? Ой, куча дел, куча дел. Да я хоть бутылку подержу. Фу, спасибо, доверили. Давай, держи. А Варты все равно не может делать пирожок, потому что она переживает, что ты перельешь. Не, чуть-чуть сюда просто. Уже? Да, немножко. А потом будешь опять держать. Все. И сюда же? Что, прямо все или хватит? Еще чуть-чуть. Вы эту бутылку где-то конкретно покупали или вам дали ее на сдаче, когда после тестомеса? Просто интересно. Я не знаю, не помню. Не помню, давно это было, да? Чпун, и готово. Катя, И удобно наливать. запоминай Я аппаратуру. уже обратила внимание. Потому что обычно они для масла почему-то делают с узким горлышком. Неудобно его туда перелить. Хватит масла? Да, хватит. Смотри, Сергей, ты умеешь? Ну, буду смотреть. Аж бульки пошли, ты видишь? Ого.
Ого, картошки, прямо как на барахолке. Ну, как ты любишь. Тут Леночка, да? Сейчас мы несколько штук сформируем, и потом уже. А потом потучим масло. Не, газ уже включен. Нет. Они будут большие. Ну, ага, чтобы двумя руками его кушать. А? Класс. Вот Марат со своими анализами. Чуть не профукал, спасибо нам, Марат останется в истории. Попросим его повторить. Экзамен, да? Не, это такой, что повторит. И без нас, да? Нет, но перед этим 2 раза дома. Он уже, когда выходит на большую эстраду, как это? Да, как говорит бабка Катя, на телевизор. Уже подготовленный. Да, он А что-то сечек там у него не бывает. придумает что-то себе, там дома приготовит, фотографию пришлет. Говорит, давайте, будем Всё. готовить. Вот так вот смотришь со стороны, даже если один глаз прикрыть, все равно видно, какая у вас любовь с тестом. Что твои ручки туда, что оно к тебе обратно. Так вот дружественно. Хочу сказать, что не каждый композитор так со своим пианино дружит. Тут уже мука не нужна. А, Только масло. начинаем экономить. Нет, а ты видишь, что на синабоны больше мукой присыпали, а здесь именно... И там важно не забить мукой. Все должно быть в гармонии и балансе. Ой-ой-ой-ой. Это прямо ай-яй-яй-яй-яй. Так это получится 1 на 2 на 3. Хорош. А? Такие красивые. Ага. Прям волшебство. И запахло корицей. Какая у Армена любимая выпечка? Синабоны. Да? Классические с корицей. Так, газ мы уже включили, масло греется. До какого состояния? Есть лайфхак? Да, вот мы должны палочку ставить, и на палочках должны быть бульбашки. А, должна жариться палочка? Все, а то я как за карася знаю проверять. Как Ты оно водичку должно брызгаешь? Ну, я знаю, как оно должно звучать. Музыка. Или кусочек теста мы сейчас кинем. А, я думал, пирожок для Армена. О, забулькали. Ты видишь? Так это сейчас с него, если его оставить, там получится пончик вот такой вот. Это такое же тесто, да? Ну да. Ты поняла? А потом пудра, короче, сахарный, и все. И у тебя воздушный пончик. Поплыл, поплыл, поплыл. А ну-ка, палочка. А для палочки еще не готово. Для палочки еще нет. Значит, не ориентир, да? Ну тоже, но больше на тесто. Только-только заводится. Это вот как сейчас, так и будет себя вести этот пирожок. А как говорит Марат, надо чуть-чуть больше, потому что пирожок масло охладит. Марат не в этом случае, здесь можно газ навернуть, как даст. Аж языками будет подогревать с той стороны. Ты видишь, Катя, смотри. Растет малыш. Положи отдельно палочку. Но не здесь. О, уже и палочка жарится, видишь? Все, можно? Шовчиком вниз, Да. чтобы она его зажарила и не приоткрыла. По 3 или по 2? По 2. По 3. Вот посмотришь. По 3? Тоже мы поместим, да? Да? Катя, есть женская солидарность, а есть по-братски еще такое слово. А есть поварская, да, или как это? Профессиональная. Вот-вот.
О. Или по 2 надо было, да? Мама, ты видела, меня море сказала, привет, дайте. Смотри, прям там видно, как они начинают. Ага. В люди выбиваться. Ребята, есть время у вас там чай заварить. Или как это, так как мы снимаем Или макароны погреть. индийское кино, там можно уже было и холодец сварить, и борщ да есть, Там этот человек, который и 2 раза самовар. макароны, которые греет, он 2 видео не писал, так ему люди пишут, где там со Пропал. своими макаронами. Родненький, вернись. Уже есть. А, слава богу. Да, все нормально. Я контролирую. Ты посмотри, как красиво. И муки нет, масло не горит вообще. Хотя золотистые, как на барахолке. Только вчера ты меня, Сережа, ругал, За что? что я ложкой там где-то ковыряла железной. Так, Катенька, хватит. Главное не царапать. Во рты, мне кажется, что уже пора. Все, тримай. Даже пирожок не перевернул. Эх ты, Сережка. Разбухли? Ага. Ай, хороший. Катюша, Да. А ну-ка. по 2 штуки. Таки я была права, да? Ну ничего, уже Ну, получилось, солидарность. по-моему, да, как всунем. А ты наоборот его, смотри. Вот это сюда. О, нормально. Он по принципу карасей. Ох, какие. Они что же такие же вытянутые у него? Я их там индиане. Вальтом. Ну возьми, Сереженька. Это Чего так и ты? хочется. Танян уже жарится. А что тебе хочется? Перевернуть его? Чуть-чуть помочь. Я же руки помыл. Вот так вот. Ты смотри, уложил. Все по 3. Шедевр. Можно вот так вот по 3, просто Хотя раскладывать можно вот так. по-разному, солнышко моя. Можно еще и вареников налепить. Главное, чтобы руки имели желание. И Подожди. вареники имели уважение с твоими руками А грузи- дружить. Шо? А грузинские, ой, забыла, как Хинкали? называется. Да. Шо? Вы умеете готовить? Научусь. Пельмени умеют. А это такие же, только побольше. Сочные, мощные. Их же ж там тоже как-то по-особенному. Их по-особенному надо кушать. Да. Не как мы с тобой это делали неправильно. Да, мы ели это вилкой и с хвостами, понимаешь? А там, оказывается, это не хвост, это ручка до него. Выпил, но ничего. Теперь мы знаем. Не Осталось в сразу. Грузию поехать. Еще раз. Все, порядок? О, а ты что? Рождение шедевров. Как там возвращение легенды? Это моя панацея. Теплый пирожок. А давай сейчас Можно проверим. уже сразу. Кидаться? Да не, я сейчас помимо того, что еще и губы обожгу себе. Именно теплый, не горячий. Сейчас не рисковать, да? Сразу 2 штуки. Вот эти. Вон, видишь, как румянится, прям видно. На глазах, да? Ну вот все работают, только Сережа сидит, кушает. И когда ты успел его взять, скажи мне? Или ты лечишься? Да. О, слышь, Что? Пора, петь пора. хрипота уходит, Катя, ё.
Слушай, надо тебя заставить картошкой дышать. Может быть. Вот ты там же что делает. Это что? Это помадка будет. Творожный. Творожный сыр. А имеет он название какое-то? Да, альмета. А, Ты именно что-то такой, непонятно. Ну, Но вам соли нравится? мио, Вам да, понравилось белла. тогда? Да, очень понравилось. Я просто размышляла, из чего же оно. Мне хотелось эту помадку просто кушать вот так вот ложечкой. Пой, пой, Сереженька, Не, пой. я вас не отвлекаю, я для себя проверяю. Просто эту, как это, теорема, не теорема? Когда ты вот так вот раз, и оно сходится. Блин, ну ты посмотри. Ох, Сергей, Сергей. Вот мне один пирожок хватает на полдня. А если я сразу вжарю вот это вот, до мая продержусь, Попробуй. во рты, это, конечно, тут хорошую армянскую семью можно накормить, и еще останется по-любому. Ты видишь, сколько грамм муки было? 600? Да. Ага. Ты посмотри на эти булочки. Там вообще, это, Катя, это не булочки, это синаболаны. Наконец-то запомнил. Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог. Все лучше и лучше. Это вот так вот. Хочешь, я вытащу чем-то? Перчаткой, хваталкой? Все. Оп. А, они две привязанные? Ты что? Куда мне это сделать? Вот сюда. Ай, блин, имею уважение. Катя. Горячо, но... Шикардос. Вот так вот. Держится? Даже очень. Боже мой, какие красивые. Готовы? Да. Хрустят. Ты проверяешь, загнала, не прилипло, значит все хорошо, да? Все. Духовку надо выключать или что-то будем жарить еще? Чпок. Сделали. Все. Это пудра? Сахарная пудра, 5 ложек. Ванильный сахар. В граммах примерно. Ну, одну пачку. Можно 2 чайные ложки. Грамм 10-12. Да. Сгущенка. Сгущенки. 3 столовые ложки, так уже на глаз. Я уже на глаз делаю. 4, может 5. Полпакетика. Ай, вот это теперь взбивать. Как взбивать? Перемешивать. А, и сливочное масло было. Уже там? Да. Сколько грамм? Полпачки? 30 грамм. Не, мало. А, нет, чуть-чуть совсем. И потом в холодильник. Нет, сейчас остынет и сразу. Будем сверху украшать. Да, бросим. Это можно сделать миксером или лучше венчиком? Не, можно миксером, можно венчиком. Кому как. Может я? Можно. Меняемся. Катя, доверили. Ах ты, аппаратура. Ну, Сережка, все. Так я теперь всем буду в Одессе говорить, что мы пахали я и трактор, поняла? Что я синабоны готовил. Правильно он делает? Да, все правильно. Все, если нет комочков, значит уже все. А их уже почти нет. Все, еще чуть-чуть, Не зря 10 раз руки помыл. и все. Ага. Как там, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Известная поговорка. Марта, смотри. Да, все хорошо. Шедевр? Такое прям. Катя, это ни одна Филадельфия не умеет, так как мы только что сделали. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такой. Шо? Я сейчас сделаю. Пусть там будет. Венчик оставь там? Чуть-чуть остынет, тогда уже будем мазать. Подглядываешь, Сережа? Ай-яй-яй. Угу.
Вкусная тоже, да? Я не подглядываю, я пересчитываю. А ты что думаешь, что тут, кроме тебя тут пирожки никто не кушает? Тихонечко. Да не удержался и попробовал. Очень вкусно. Кать, ты вот мне, конечно, прямо аж сильно хочется сказать, что ты нормальный человек. Ну-ну. А хочется сказать, чтобы я извинилась. Перед тобой что? А что ты меня выставил, я пирожки ем, елки-палки. Ты уже там полчаса сидишь за шикарным армянским столом. Нет, мы почему присели? Потому что это должно было остыть. Теперь остыло, перемазали. И осталось дождаться, когда это попробуешь. Ну, это будет тебе завтра к вечеру, Сережа. Как? Вар, ты серьезно? Когда это уже есть? Можно сегодня. Слава Богу. Ну, лучше завтра к вечеру, знаешь, как Марат говорит. Так, я, конечно, сразу извиняюсь, где-то, может быть, было меня много, но я старался максимально услышать, увидеть и в деталях, и тонкостях передать этот вот замечательный рецепт на долгие века и всяким разным людям, да, вот, и разным поколениям. О, вижу, прямо и бабушки засуетились. А чего нет, никогда не поздно. И детки уже время таки начинать. И мамы. Нет-нет, да, отлипайте от Инстаграма. И будет нам всем счастье, правильно? Даже мы испечем с тобой дома. Кать, мы обязаны в первую очередь. И отчитаться потом. Ну да. Фотографию прислать. Хочу, друзья, если души искренне настроение для вас сегодня был в удивительном месте, в замечательном, я даже не знаю, прямо именно армянское сердце Одессы. Да? Катюня и Одесский Липон. Всем пока-пока. Чао. Армен Джан, спасибо от души, брат. Всем. Ворты, спасибо Во большое. рты низкий поклон, снимаю шляпу. Приходите еще. Тю. Так как ты просишь, мы даже и не уйдем. Я шучу. Все. Спасибо. Марат, поправляйся на его баню. Ура! Шо? Все? Да?